Глава 7. Чужой язык желаний. Утро в порту было другим, чем в аэропорту. Там все было сделано, чтобы люди чувствовали себя управляемыми. Таблички, ковровые дорожки, инструкции. Здесь бетон, жара и гул жили своей собственной жизнью. Звуки накладывались на друга. Гудки, крики грузчиков, голоса на разных языках, скрип тележек, металлический звон. Анна шла рядом с Томасом, держа ручку чемодана. Асфальт под ногами был неровный, с пятнами масла и старой краски. Воздух пах соленой водой, дизелем и жареной едой от ближайшей палатки. Люди вокруг двигались не в аккуратных колоннах, а рваными потоками. «Аэропорт был коридором», — подумала она. «Порт, как двор, где все одновременно и выходят, и заходят». Очередь к терминалу посадки тянулась к огромному белому борту. Паром стоял у причала, как многоквартирный дом, поставленный на воду. На его боку название маршрута, логотип компании и крупными буквами «Кносос Палас». Никаких романтических очертаний, никакого лайнера мечты, чистая функциональность. Огромная коробка, созданная, чтобы перевозить людей, машины и груз. «Он переживет нас, если что», — отметила Анна. «Ему все равно, кто на нем сегодня». Перед входом образовалась плотная масса людей. Чем ближе к рамке, тем теснее становилось. Рюкзаки, чемоданы, локти, случайные касания. Кто-то задел ее плечо, кто-то наступил на пятку. Томас шагнул чуть ближе, поставил чемодан так, чтобы прикрыть ее сбоку, и ладонь легла ей на спину. Легким, почти забытым движением, чуть ниже лопаток. Не для нежности, а чтобы обозначить границу. Вот здесь она. Она не отстранилась и не прижалась, просто почувствовала тепло его руки через тонкую ткань. Давно он так не прикасался без повода. Ни перед сном, ни поцелуй на выходе в офис, а вот так посреди толпы, просто чтобы помочь ей пройти. Очередь двинулась, рамка металлического детектора пикала неритмично. Внутри порта было чуть прохладнее, но шум не исчез. Люди проверяли билеты, дети вертелись, кто-то громко спорил с сотрудником компании на смеси английского и греческого. Анна поймала взглядом женщину лет 40 с небольшим черным рюкзаком. Та стояла чуть сбоку, в светлой куртке с короткими темными волосами, которые мягко ложились вокруг лица. Лицо не яркое, но запоминающееся. Чистая кожа, почти без макияжа, темные глаза, которые цеплялись за людей, а не за экраны, тонкая морщинка у губ, как у человека, который чаще сдерживает улыбку, чем раздает ее всем подряд. Она спокойно ждала, чуть приподняв подбородок, словно наблюдала спектакль. Рядом, в другой линии, виднелась пара. Мужчина и женщина, которых почти невозможно было разделить на два отдельных силуэта. Он держал ее за талию, она упиралась ладонью ему в грудь, одновременно как бы отталкивая и притягивая. Их контакт был слишком телесным для утренней очереди, но им, кажется, было все равно. Ани было одновременно неловко смотреть и трудно отвести взгляд. У кого-то телесность все еще существовала как данность, а не как запланированные события, — отметила она. «Держи паспорт», — сказал Томас, передавая ей обе книжечки, когда подошла их очередь. «Покажешь? Я чемоданы протащу». Они прошли через контроль, поднялись по металлическому трапу, звук их шагов смешался с шагами других, трап слегка вибрировал. У входа стоял член экипажа в форменной рубашке, проверял билеты, направлял людей внутрь корабля. Внутри сначала был коридор, ковролин, свет, таблички с номерами палуб и кают. Запах менялся. К морю и дизелю добавились кондиционированный воздух, моющее средство и легкая нота готовящейся еды. «Наша палуба 7, каюта 23», — произнес Томас, сверившись с билетом. «Лифт или лестница?» «После самолета и такси — лестница», — ответила Анна. «Хочу почувствовать, что у меня все еще есть ноги». Они поднялись по ступеням. На каждой площадке были небольшие окна, в которые лился свет.
Где-то там, за металлом, было море, но пока его присутствие ощущалось только в легком гуле и едва заметной вибрации корпуса. Каюта оказалась теснее, чем номер в Афинах. 2 узкие кровати, прикрученные к полу, маленький столик, шкаф с дверцей, которая не открывалась до конца из-за чемодана, и круглое окно чуть выше уровня глаз. «Функционально», — заметил Томас, ставя чемодан у стены. «Все в пределах досягаемости». «Для эксперимента сойдет», — отозвалась Анна. Они начали раскладывать вещи. Сразу стало понятно, что пространство будет требовать договоренностей. «Твой чемодан к окну или к двери?» — спросил он. «К двери», — решила она. «Если я ночью захочу выйти, не буду перепрыгивать через тебя». «Тогда мой к окну», — кивнул он. «Я и так больше сижу. Ты у нас тут главный ходок». Она улыбнулась краем губ. В этой небрежной фразе было больше правды про их последние годы, чем в десятке аккуратных разговоров. Вешалка в шкафу была одна. Они повесили туда по 2 предмета. Его рубашку, ее платье и еще по одной вещи. Остальное сложили на полке. «Твои книги на столик, мои на чемодан», — предложил Томас. «Можно наоборот», — сказала Анна. «Я все равно читаю реже». Это «я все равно читаю реже» прозвучало для нее самой чужевато. Еще несколько лет назад книги были ее территорией. Теперь проекты, письма, сметы. Они сложили паспорта в ящик столика, билеты кинули на верхнюю полку. Вещи заняли свои маленькие места в каюте, но воздух в каюте все равно оставался сжатым. «Пойдем посмотрим наверх», — спросил Томас, пока не отплыли. Они вышли в коридор, поднялись еще выше, на палубу. Солнце ударило в глаза. Порт раскрылся целиком. Краны, склады, ряды грузовиков, снающие фигуры. В другую сторону ряд других кораблей, от небольших до таких же громоздких. Ветер был теплым, но с легкой прохладой от воды. Море пока выглядело как широкая полоса между бетоном и линией горизонта. Где-то позади раздался глухой звук, затем голос по громкой связи на 2 языках объявил о скором отправлении. Тросы еще держали судно у причала, но уже работали двигатели. Низкое, непрерывное вибрирование отдавалось в поручнях. Анна положила ладонь на металлический бортик. Под пальцами чувствовалась легкая дрожь. Земля под ногами больше не была немой. Все вокруг отзывалось на движение. Она посмотрела на Томаса, он стоял рядом, оперевшись локтями на поручень, и впервые за день у него не было телефона в руках. Карман его джинсов не светился экраном. «Впечатляет?» — поинтересовалась она. «Масштаб, да», — откликнулся он. «Странное чувство, как будто мы переезжаем в дом на колесах, только на воде». Тросы начали вытягивать. Один за другим они отрывались от причала и исчезали с линии зрения. Моторы загудели громче, в глубине корпуса что-то тяжело сдвинулось, берег начал медленно отступать. Мгновение было едва заметным, но Анна уловила его. Ту точку, когда ты вроде бы еще там, но уже немного здесь. Потом расстояние стало расти. Порт, где они только что стояли, стремительно превращался в плоский фон с кранами и складами. «Даже если мы сейчас замолчим, нас все равно несет», — подумала она. «Это уже не мы идем, нас везут». Вокруг на палубе шла своя жизнь. Кто-то делал селфи на фоне уходящих Афин, кто-то курил, кто-то пытался дозвониться напоследок. Та женщина с черным рюкзаком стояла чуть поодаль, держась за поручень одной рукой и глядя туда же, куда и Анна, не на берег, не на людей, а на линию воды. Томас достал телефон, посмотрел на экран, затем после короткой паузы убрал обратно. «Связь пока ловит», — заметил он, — «но я сегодня честно не хочу знать, что там происходит». «Запишем это как важное признание», — сказала Анна. Он усмехнулся, покачал головой. «Не привыкай, я всего лишь человек, а не чудо». Они постояли еще немного, потом пошли обратно в каюту. Внутри было тише, чем на палубе, но тишина была не статичной. Все еле заметно дрожало. Стены, столик, даже воздух. «Чувствуешь?» — спросила Анна. «Да»,
— ответил Томас. «Как в самолете, только без иллюзий, что через пару часов ты снова на земле». Он сел на кровать, проверил, не катится ли чемодан, подвинул его ближе к стене. Анна присела на другую, оперлась спиной об стену. Окно показывало кусок моря и полоску неба. Берег уже ушел из кадра. В каюте было немного прохладнее, чем снаружи, но воздух казался плотнее. Здесь у каждого предмета было свое место, и у них тоже. Томас достал из сумки книгу, полистал, затем отложил на тумбочку. «Ты не будешь читать?» — спросила она. «Сейчас нет», — сказал он. «Мне кажется, я могу одно действие сделать. Просто посидеть и почувствовать, как нас везут. На большее мозгов может не хватить». Она кивнула. Самому себе признаться, что ты хочешь просто посидеть и почувствовать, для него уже было почти подвигом. Она вытянула ноги, почувствовала легкое покачивание, проходящее через матрас. За стеной кто-то прошел по коридору, где-то хлопнула дверь. Звуки были приглушенными, как будто к ним прикрутили фильтр. Тишина между ними больше не была пустой. В нее вплетался гул двигателей, шорох корабля, отдаленные голоса. Но все равно оставалось пространство, в котором слов пока не было. Анна перевела взгляд с окна на Томаса. Он смотрел вперед, не на что-то конкретное, просто туда, где заканчивалась стенка. Руки лежали на коленях, ладони раскрыты. Телефон молчал. Он не доставал его, и она это отметила. Не для того, чтобы мысленно похвалить или поблагодарить, просто зафиксировала факт. В этот момент он выбрал не туда. «Теперь, если мы захотим отложить разговор, нам придется придумать что-то новое», — подумала она. «Комнат у нас больше нет».